Всем привет, меня зовут Сергей, я главный инженер компании «Стройсептик», и мы подготовили для вас топ септиков 2023 года. При этом часть станций, которые участвовали у нас в топе в прошлом году, выбыла, а на их место пришли новые перспективные системы. Уже традиционно данный топ мы разделим на 3 подпункта. Это по цене, по простоте эксплуатации и обслуживания и по качеству очистки стока. Соответственно, уже основываясь на этой информации, можно делать какие-то самостоятельные выводы. Ну а мы свой вывод предложим в конце, который также будет разделен на 2 пункта: для постоянного проживания и для проживания наездами. Это делается для того, что у станций, которые используются при постоянном проживании, у них все-таки раскрывается степень очистки максимально, а в случае проживания наездами здесь уже разница будет не такая значительная. Итак, поехали! Итак, цена. Сегодня в топе мы рассмотрим такие станции, как Евролос Био, Септик Удача, Топаз, Тверь, Евролос Грунт, Гринлос Аэро, Гласен. В варианте стандартного монтажа. Это когда в стоимость уже входят земляные работы, доставка до 50 км от МКАД и 4 метра 110 трубы. Все станции будут рассчитаны на 5 пользователей и иметь принудительный тип выброса. В тех системах, где не комплектуется насос, мы добавляем условный насос стоимостью 7000 рублей. И также пусть вас не смущает то, что некоторые позиции будут на 6 человек. Это обусловлено тем, что данная система имеет завышенную производительность. И мы подбираем их именно таким образом. 7 место. Евролос Грунт 5+. Стоимостью 228 600 рублей. 6 место. Септик Тверь Классик 1.1 ПН. Стоимостью 220 тысяч рублей. 5 место. Септик Гласен 6 ПР. Стоимостью 206 тысяч рублей. 4 место. Септик Гринлос Аэро 6 ПР стоимостью 181 тысяча рублей. 3 место. Топаз 6 ПР двухкомпрессорный стоимостью 177 тысяч рублей. 2 место. Евролос Био 5+, стоимостью 149 600 рублей. И 1 место. Септик Удача 5+, стоимостью 144 200 рублей. Здесь вы можете посмотреть полный список данного топа. И напоминаю, что цены актуальны на конец мая 2023 года. Ну а следующий пункт нашего рейтинга – это простота эксплуатации и обслуживания. И здесь пунктов уже будет меньше, так как некоторые системы обслуживаются плюс-минус одинаково. 4 место – Септик Топаз. Основной проблемой данной системы является его главный насос Airlift, который забивается комьями из жира и волос. Обслуживание данной системы может доходить до 3 раз в год. 3 место данного топа – Евролос Био. Это единственная насосная станция в топе. Она довольно надежная, но имеет минус в циркуляционном насосе, который в среднем по нашим клиентам работает года 2. В прошлом году производитель доработал ее специальным блоком электрики, который позволяет упростить замену насоса, но тем не менее 3 место. 2 место – Септик Гринлос Аэро. И здесь он только из-за того, что насос у Евролос Био меняется сложнее и стоит это дороже. Основные проблемы у станции в плане эксплуатации и обслуживания – это забивается фильтр последней камеры. И также были несколько жалоб на то, что забивается Airlift в 3 камере, но уже такого быть не должно, так как производитель доработал эту камеру перемешивателем. 1 место. Здесь сразу 4 станции. Это Тверь, Евролос Грунт, Удача и Гласен. Причем Тверь и Евролос Грунт, они попали сюда абсолютно заслуженно, а Удача и Гласен
Пока что получили это место, скажем так, авансом, потому что станции новые, и мы не знаем, как они ведут себя в глазах. И основана данная позиция только на конструктиве самой системы. Данные станции несут максимальный комфорт для своего владельца и обслуживаются ассенизатором один раз в 2 года. Соответственно, здесь вы видите полный список топа. А вас я попрошу поставить лайк, если видео находите полезным. И также подписывайтесь на канал, потому что периодически здесь выходит довольно-таки полезная информация по теме. По степени очистки. Данный топ не будет основываться на той документации, которая плюс-минус одинаковая у всех производителей очистных сооружений. А он будет основываться на нашем личном опыте в обслуживании данных систем и эксплуатации. А как вы понимаете, опыт – это вещь довольно-таки субъективная, при этом любая система работает ровно настолько, насколько вы ей позволяете это делать. И с тем, что нельзя сливать систему, вы можете ознакомиться вот здесь по ссылочке выше, или вот здесь, тут уже как получится. Ну а мы продолжаем. Третье место – Евролоз Био, Септик, Удача. Второе место – Септик Топаз, Гринлоз, Аэро. Первое место – Тверь, Евролоз Грунт, Глассен. Ну и теперь, основываясь на полученной информации, мы сделаем вывод за вас. Этот вывод будет разделен на 2 подтипа: для постоянного проживания и для проживания наездом. Вы же, в свою очередь, получив определенную информацию, можете сделать свои выводы, которые вполне могут отличаться от наших, так как критерии выбора у вас могут быть совершенно другими. Поехали! 7 место – Септик Топаз. Основной ахиллесовой пятой и недостатком данной системы является ее главный насос Airlift, который довольно-таки часто забивается. Поэтому с теми последствиями и периодичностью обслуживания только 7 место. 6 место – Евролоз Био. Данная позиция в топе за то, что степень очистки могла бы быть и повыше, и есть проблема с циркуляционным насосом. И хотя я и сам являюсь владельцем данной станции и в принципе ей вполне доволен, но для постоянного проживания есть варианты и поинтереснее. 5 место – Септик Удача. Я не исключаю, что данная позиция может в ближайшее время поменяться. Сюда поставили, потому что система пока не обкатанная. Есть ряд преимуществ, поддается доработке, и на данный момент, я думаю, цена сильно занижена, и в ближайший год она повысится. 4 место – Септик Гринлоз Аэро. И хотя система довольно удачная и в принципе надежная, но ряд моментов таких, как требования к высокой квалификации установщика, так как бывают определенные недоработки, хотя в защиту скажу, что последние, наверное, полгода тут с этим все хорошо. В этом году 4 место. 3 место – Септик Глассен. Пока что условно заливает данную позицию, основываясь на конструктив данной системы. 7 камер, 4 из которых с аэрацией, 2 из которых с полноценным мелкопузырчатым аэратором и 2 с продувкой загрузки. Выше станцию не позволяет поставить отсутствие опыта по эксплуатации с данной системой, но при правильном подборе и ее стоимости очень интересный вариант. 2 место – Септик Тверь. Уже много лет не меняющий свой конструктив, в принципе, вполне оправданно, потому что ее объем вполне себе достаточный, так как и внутреннее наполнение. Тут лидерство сохраняет у нас Септик Евролоз Грунт, но с небольшим перевесом за счет большей толщины корпуса, за счет автоматизации переливов ила, за счет всплывающего компрессора и за счет того, что глубина врезки данной станции все-таки поглубже. Тут вы можете ознакомиться с полным списком, поставив его на паузу. Ну а мы продолжаем. 6 место – Септик Топаз. 5 место – Септик Тверь и Евролоз Грунт. На данной позиции из-за своей высокой стоимости и из-за того, что при проживании наездами она не сможет дать свою максимальную степень очистки. Хотя если деньги есть, почему бы и нет. 4 место – Септик Глассен. Пока из-за того, что Септик новый и его стоимости 4 позиция.
Третье место Septic Greenloss Aero. Также отдает позицию прошлого года, потому что стал стоить дороже. Второе место Евролос Био. Из-за срока службы насосов отдает свою позицию прошлого года. Первое место Septic Удача. При его стоимости и объеме заслуженный фаворит данного топа поддается доработке. Ну и полный список вы можете увидеть здесь. Естественно, каждый из вас может увидеть его иначе для себя, основываясь хоть и на сжатой, но информации, которую мы вам дали. А на этом все. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если это видео было для вас полезным. И в ближайшее время выйдет топ станций для высокого уровня грунтовых вод. Всем всего доброго, до свидания.